Сегодня утром шокирующее событие произошло в студии местного телевидения в Израиле. Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева вместе со своей новой симпатией 35-летним израильским бизнесменом Араком Майямом и мужем Максимом Галкиным прибыли в телевизионную студию для общественного интервью. Тема передачи была «Личная жизнь Примадонны», однако Алла Борисовна сорвала прямой эфир, устроив настоящий скандал. В первую очередь Пугачева обратилась к своим российским фанатам и коллегам по цеху. Прима российской сцены заявила, что ее вынудили переехать в Израиль, а ее талант не оценен по достоинству в России. Мои российские поклонники, одно разочарование. Вы предали нас с Максимом спустя 3 дня после отъезда. Цитируем Аллу Борисовну. Примадонна заявила, что никогда не простит российским властям бесцеремонное вторжение в дом Максима Галкина «Замок грязи». Напомним, что с 5 апреля шикарный замок Пугачева и Галкина перейдет в личное пользование детского дома. Также у Аллы Борисовны и ее мужа Максима были заморожены все финансовые счета в национальной и зарубежной валютах. 3 дня назад Алла Борисовна оправилась после сердечного приступа и впервые вышла в свет. Однако большую часть времени Алла проводит со своим новым возлюбленным израильским бизнесменом Араком Майямом. 35-летний мужчина заявил, что с детства слушал песни Аллы Борисовны, и его любовь возникла не случайно. В предыдущем видео мы допустили ошибку, назвав неверный возраст Арака Майяма. Разница в возрасте у Арака и Аллы составляет почти 40 лет, ведь совсем скоро Пугачеву исполнится 73. Телеведущие местного телевидения поспешили уточнить у Аллы Борисовны, будет ли ее новое любовное увлечение началом нового брака. Было заметно, как после этого вопроса напрягся Максим Галкин. Но Пугачева ушла от прямого ответа, заявив, что всегда была окружена вниманием красивых мужчин и не торопится с выбором. В конце прямого эфира Примадонна снова пришла в немилость и сделала неосторожное высказывание. «Мои фанаты, я-то без вас не пропаду, а вот вы без меня – большой вопрос». Вероятно, в этот момент Пугачева забыла, что сколотила свое состояние за счет народных денег. Ну а в заключение Примадонна сказала и вовсе недопустимое: «Я никогда не вернусь в эту страну, где живут столь неблагодарные люди».